Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать свою небольшую коллекцию советских грузовых автомобилей марки ЗИЛ, модели 130-го семейства, и в этом видео мы рассмотрим автомобили от костромских брендов «Автоистория» и «Start-Scale Models». И на каждую из показанных в этом видео моделей я уже делал детальный видеообзор на основном канале, но многие зрители до сих пор просят показать все костромские ЗИЛы, которые есть у меня. Возможно, вы не видели старые видеоролики, возможно, вы не нажали на колокольчик, оформляя подписку на мой канал, поэтому проверьте ваш колокол. Если он не нажат, то нажмите его, и вы не пропустите новые видео на моих каналах. И также совсем недавно на основном канале я демонстрировал самые свежие новинки 130-х ЗИЛов от Deep Models, тоже очень красивые модели, поэтому кто не видел те видеоролики, можете их посмотреть и высказать свое мнение по поводу других масштабных копий. И начнем мы с наиболее простых моделей от Автоистории, и самый первый грузовик, который я вам покажу, это классический бортовой ЗИЛ-130. И эта модель была окрашена в красный цвет, что-то похожее на вариант для Севера, но модель имела очень много отличий от настоящего прототипа, поэтому для себя решил сделать небольшой колхозный тюнинг, окрасил кабину изнутри синей краской, и по моей задумке машина изначально была синий, но впоследствии после капремонта ее перекрасили в красный цвет. Также добавил газобаллонное оборудование, стеклоочистители и зеркала заднего вида из фототравления, зеркала от Петроград, стеклоочистители от студии АЕМ. Также заменил светотехнику на хромированную от внедорожника ГАЗ-69 из журнальной серии «Автомобиль на службе» и добавил регистрационные номерные знаки из фототравления от студии «Микродизайн». Покрышки не трогал, это упрощенная резина, которая устанавливалась на ранние модели от Автоистории и Start-Scale Models, и впоследствии у SSM были покрышки улучшенного качества, я тоже их покажу на других моделях. Вот так выглядит нижняя часть, не окрашен глушитель и нижняя часть двигателя, но зато у этого автомобиля уже отдельный передний мост. На более ранних моделях от Автоистории передняя балка была отлита вместе с рамой грузовика. И рама у этих моделей сделана из пластика, как и у других грузовичков от Костромы. И удивительно, почему на этих масштабных копиях не сделали металлическую раму, ведь у костромских моделей огромные тиражи. И также эти грузовики дублировались во всевозможных журнальных сериях. Следующий автомобиль — это самосвал ММЗ-4502. Тоже довольно хорошая масштабная копия в очень необычном ярко-зеленом цвете. Но что мне понравилось у этого автомобиля — наличие небольших логотипов предприятия на дверках и также надписи на кузове. И у автомобиля металлическая кабина и металлический кузов, он подъемный, откидывается задний борт, но опять же пластиковая рама. И на эту модель я поставил харьковские покрышки ИМ-142Б, они улучшают восприятие масштабной копии. Ну, вот такой грузовичок. У SSM он предлагался в разных вариантах окраски, и опять же эта модель дублировалась в рамках журнальных серий. И еще один недочет, который часто встречается у костромских моделей, это то, что пластиковые детали немножко отличаются по тону от металлических, окрашенных в тот же цвет. Например, если присматриваться, то облицовка и стойки зеркал будут немножко другого оттенка. Но еще раз повторюсь, у Дипа пока что нету самосвалов, и это единственный вариант, который можно приобрести в свою коллекцию. Журнальные модели я не рассматриваю, там очень много упрощений, и по большому счету все журнальные модели — это просто заготовка под последующую доработку или какую-то конверсию.
Следующий грузовик идет в коробочке Premium Classics, но по большому счету это перепаковка автомобилей Start Scale Models просто для европейского рынка. И машина в ливрее Национальной народной армии ГДР, тоже необычный темно-зеленый цвет. И на основном канале у меня отдельная рубрика, посвященная подобным автомобилям. Кому интересно, тоже можете посмотреть видеоролики. И рубрика будет продолжена. Покажу еще несколько машин, которые не демонстрировал на канале. И это грузовик с ранней облицовкой радиатора, но у него на кабине два лючка, как на более поздних автомобилях. Окрашены сиденья, панель приборов, более-менее нормальная светотехника, хотя у Дипа фары выглядят более реалистично. И также просматривается радиатор охлаждения сквозь прорези на облицовке, и надпись ZIL выделили черным цветом. И на этот грузовик я поставил улучшенные покрышки из набора АВД дополнения. Изначально здесь была резина, как на красном Зиле из этого видеоролика. Кузов точно такой же, точно такая же кабина и точно так же проработана нижняя часть, только на варианте SSM черной глянцевой краской окрасили раму и топливный бак. На варианте от Автоистории пластик, окрашенный в массе. Следующий автомобиль — это удлиненное шасси ZIL 130G. Машина тоже в темно-зеленом цвете. И это вполне хороший автомобильчик. И у SSM также предлагался вариант синего цвета с белой облицовкой радиатора. Но мне больше понравился классический защитный темно-зеленый цвет. По большому счету точно такая же кабина, удлиненная рама и другой кузов. И у этого варианта уже изнутри сделали расшивку напольного покрытия и бортов. На предыдущем варианте кузов, на мой взгляд, сделан более примитивно. Можете посмотреть. Тоже есть напольное покрытие, но опять же оно выглядит как-то игрушечно по сравнению с этим вариантом. И голые борта. А навесные детали точно такие же. Топливный бак. Опять же, на этот вариант установил доработанные покрышки. Номеров пока не клеил, не знаю, какие подходящие регистрационные знаки для этой машины. Можно поставить черные номера с белыми буквами и цифрами, а можно более поздние черные буквы и цифры на белой подложке. И напишите в комментариях, какой тип регистрационных знаков наиболее подходящий под этот автомобиль. Следующая машина — это пожарный автомобиль АЦ-40 на базе 131-го ЗИЛа. Машина от SSM, вполне хорошая. И эта модель уже снята с производства, хотя при желании, я думаю, ее можно найти в открытой продаже. И также такой пожарный ЗИЛ выходил в рамках журнальной серии «Автолегенды СССР грузовики», но опять же там были упрощения, и у ССМ также такая машина предлагалась с логотипами пожарных частей. И был один автомобиль для разгона демонстраций. У него в дополнение сделали защиту на стекла из фототравления. И также я видел в продаже модель в коробочках Premium Classics. И там автомобиль был немецкой пожарной части, тоже довольно интересная. Но в свою коллекцию взял чистый вариант. И уже по желанию сюда можно наклеить различные декали. Так выглядит данный грузовичок. Более-менее нормальное качество покраски и сборки, хотя тоже встречаются мелкие недочеты и различные огрехи. И также есть один элемент, который устанавливается на заднюю часть надстройки. Покажу вам также еще один 131 ЗИЛ, и это автоцистерна АЦ4.0. И машина в варианте МЧС. Я ее в свое время покупал с хорошей скидкой. На эти грузовички была
акция в одном крупном российском интернет-магазине. И помимо варианта МЧС, также у ССМ предлагался грузовик с зеленой кабиной и с оранжевой автоцистерной. И был пожарный вариант, но мне приглянулся вот такой белый автомобиль. И на этот грузовик я установил зеркала из фототравления от студии АМ, и они добавили более реалистичный вид. Изначально здесь были очень грубые, толстые пластиковые ножки, и корпус зеркала был отлит вместе с кронштейнами зеркал. Но опять же, кабина залита краской, плохо просматривается расшивка и практически не видно надписи ZIL на капоте. И также не очень красиво сделана защита на фарах, и некоторые отверстия тоже залиты краской. Но этот грузовик стоил, по-моему, 1200 рублей. За эту цену это более чем достойное изделие. И, возможно, Deep выпустит что-то похожее, но пока что не было никаких анонсов. И они продолжают развивать тематику стандартных базовых шасси 130-го ZIL. И покажу вам одни из моих любимых моделей. Первая — это автокран КС-3575А на шасси ZIL 133 GA. Здесь вполне функциональная крановая установка, но из-за того, что троса вклеены, они натянуты, стрела по большому счету никак не двигается. И также у грузовика выдвигаются опоры, но сами гидроцилиндры здесь тоже не рабочие. И башмачки поставляются в отдельном пакетике. И эта модель тоже очень легкая, потому что из металла только кабина, а рама и надстройка — это пластиковые детали. И на грузовик установил харьковские покрышки, чтобы вид модели был более симпатичный. И покажу вам последний грузовик, который все время стоял на столе. Это сидельный тягач ZIL 130V1 и полуприцеп ADAS 794. И вариант окраски, прием у населения старых телевизоров. Эта модель тоже долгое время была в открытой продаже, особого спроса на нее не наблюдалось. И на один момент на этот грузовик сделали хорошую скидку, тогда я и приобрел его в свою коллекцию. И очень рад своей покупке, несмотря на не совсем типичный окрас сидельного тягача, машина смотрится очень симпатично. И пишите ваши комментарии, какие ZIL собираете вы. Возможно, у вас тоже есть какие-то модели из показанных в этом видеоролике. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой основной канал. Там чаще выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.